Биография Агаты Кристи. Детство Агаты Кристи. Знаменитая писательница, родилась в семье состоятельных переселенцев из Америки. Она была младшей, в их семье было еще двое детей, девочка и мальчик. Семья рано потеряла отца, и воспитанием детей занималась мама. Образование юная Агата получила дома. Большое внимание уделялось музыке, в которой она преуспела. Скорее всего, девочка стала бы хорошим музыкантом, если бы не боязнь сцены. Когда началась Первая мировая война, она помогала в госпитале, работая там медсестрой. Агате очень нравилась эта работа. Она считала ее самой нужной и благородной среди всех существующих профессий. Какое-то время она работала фармацевтом в одной из аптек. Первые книги Агаты Кристи. Еще в госпитале девушка начала писать свои первые рассказы. Она хотела попробовать себя в этом, подобно старшей сестре, у которой на тот момент уже было несколько опубликованных произведений. Согласно одному из предположений, сестры поспорили насчет того, сможет ли Агата написать нечто, что будет достойно внимания и что напечатают. Но это только предположение. «Таинственное происшествие в Стайлс» — так называется роман, который первым опубликовали в 1920 году. Надо отметить, что роман не сразу приняли в печать. Начинающей писательнице пришлось приложить немало сил, чтобы роман увидел свет. В печать его взяли лишь в 7-м издательстве. Первый тираж составил 2000 экземпляров, а гонорар автору 25 фунтов. Однако начало было положено. Сначала Кристи планировала печататься под мужским псевдонимом, считая, что читатель настороженно отнесется к писательнице-женщине, работающей в детективном жанре. Издатель отговорил Агату, убедив ее, что с таким редким именем ее сразу запомнят. С тех пор все детективные романы издавали под именем Агата Кристи, а те, что не имели отношения к детективу, печатали под псевдонимом Мэри Уэстмакотт. Лучшие детективы Агаты Кристи. Кристи начала много писать. Она говорила, что придумывала сюжеты во время вязания, когда к ним приходили друзья или в обществе своей семьи. Иногда она делала важные пометки в блокноте, которые позже использовала в том или ином своем произведении. К моменту написания нового романа сюжет в голове у Кристи уже был полностью готов. Известной она стала в 1926 году, чему способствовало то, что ее печатали в журналах. Некоторые персонажи, придуманные ею, присутствовали в нескольких романах, объединенных в серию. Таковыми были Эркюль Пуаро, сыщик и пожилая женщина мисс Марпл. В противовес умному Эркюлю, в романах о нем есть и другой герой, менее умный и немного комичный Гастингс. Мисс Марпл писательница ассоциировала со своей бабушкой, которая, как рассказывала Кристи, была всегда в ожидании худшего, причем это худшее чаще всего и случалось. Уже к концу 30-х годов герой Пуаро надоел писательнице, и она в 1940-м написала заключительное произведение о нем, но напечатано оно было только в 70-х годах. Мисс Марпл была ближе к Кристи, ей импонировала традиционная английская леди. Многие периоды жизни писательницы находили свое отражение в тех или иных ее произведениях. Так, часто герои умирали от отравления ядами, знания о которых Кристи получила, работая в аптеке. После поездок на Ближний Восток, именно он стал местом действия сразу нескольких произведений. Родной город Кристи, Тарки, послужил прообразом мест, описанных в ее любимом романе «И никого не стало». Находясь в Стамбуле, писательница жила в Hotel Пиора Пэлис, который потом описала во всемирно известном романе «Убийство в Восточном экспрессе». События, происходящие в детективном романе «Приключения рождественского пудинга», происходят в особняке ее Шурина, где она часто гостила. Личная жизнь Агаты Кристи. Замуж Агата вышла в 1914 году за человека, которого любила несколько лет. Это был летчик Арчибальд Кристи, полковник. Розалинда, их единственная дочь. Они прожили вместе до 1926 года, пока муж как-то не объявил Агате, что хочет развестись по причине того, что полюбил Нэнси Нил, коллегу по гольфу. Супруги сильно поссорились, а на утро Агата Кристи пропала. Исчезновение было загадочным и неожиданным. В то время она уже была достаточно знаменита, поэтому такое происшествие не осталось незамеченным. 11 дней ее искали, но нашли только машину и оставленную в ней шубу писательницы. Позже оказалось, что она зарегистрировалась в одном из отелей, назвав себя Тереза Нил. Все это время ходила в библиотеку, посещала спа-процедуры, играла на фортепиано. Сама же Кристи даже через много лет не смогла объяснить этот поступок. Все это было очень странно, и некоторые врачи говорили о временной амнезии на нервной почве.
Так совпало, что кроме предательства мужа, Агату потрясла смерть матери, которая умерла незадолго до роковой ссоры с Арчибальдом. Скорее всего, эти события вместе и вызвали временное психическое расстройство. Спустя 2 года, в 1928 году, супруги официально расстались. Вторым мужем Кристи стал Макс Малоуэн, археолог, встреченный ею во время путешествия по Ираку. Брак стал вторым и последним. С этим мужем писательница прожила до своей смерти. Начиная с 1971 года, знаменитая писательница стала чувствовать себя плохо, но все равно продолжала работать. А в 1975 году, будучи уже совсем слабой, все права на пьесу «Мышеловка», которая считалась самой успешной, передала своему внуку Мэтью Причарду. Смерть Агаты Кристи. Жизнь гениальной английской писательницы оборвалась в ее доме в Уоллингфорд 12 января 1976 года после перенесенной простуды. Ее похоронили в деревеньке Челси.